Здравствуйте! Сегодня предлагаю вашему вниманию распаковку полнокадрового зеркального фотоаппарата Canon 6D Mark II. Выбирал я себе фотоаппарат больше года. И как только вышел 6D Mark II, то его цена была неоправданно высока. Поэтому спустя год после выпуска, когда цена снизилась до приемлемой, я не раздумывая купил его. Кстати, покупал я фотоаппарат на розетке, в рассрочку на 20 месяцев без переплаты. И это единственный магазин в Украине, в котором такой дорогой товар можно купить в рассрочку, не переплатив ни копейки. Ссылку на товар я оставлю в описании к видео. В коробке расположились гарантийные талоны официальной гарантии от Canon, парочка бумажных очень кратких мануалов, аккумулятор с сетевым зарядным и шнуром, нашейный ремень и сам фотоаппарат. Емкость обновленного аккумулятора LPE6N позволяет мне сделать гораздо больше, чем 1000 кадров, а то и все 1400 в RAW. Сетевое зарядное заряжает аккумулятор с 0 до 100% приблизительно за 1,5 часа. Сам фотоаппарат действительно легкий, всего 765 грамм. Это самая легкая цифровая полнокадровая зеркальная камера на планете. Внешним видом она сохранила узнаваемые элементы предшественника, но добавила несколько крупных нововведений, благодаря которым вы узнаете этот фотоаппарат из тысячи других. Это единственная полнокадровая зеркалка с полностью поворотным дисплеем 3 дюйма в мире, что актуально для видеоблогеров. Возросшее разрешение абсолютно новой матрицы до 26 мегапикселей позволяет снимать вам максимально детализированные фото. В среднем RAW файлы весят у меня около 30 мегабайт. Кроме того, что дисплей поворотный, он еще и сенсорный и позволяет делать снимки в режиме Live View лишь касанием к дисплею. Данный фотоаппарат снимает Full HD видео с частотой до 60 кадров в секунду. И интервальное видео в формате 4К с потрясающей детализацией. Также фотоаппарат внутрикамерно позволяет снимать абсолютно рабочие HDR снимки, склеивая их из нескольких кадров. Во второй версии шестерки возле кнопки спуска затвора добавили еще одну мега полезную кнопку выбора области автофокусировки. Также фотоаппарат способен запоминать область фокусировки при изменении положения камеры. Встроенной вспышки нет, но в области пентапризмы разместились антенны Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS. Так что камера позволит вам со смартфона подключаться к ней и полностью ею управлять или просматривать снятые снимки и сохранять их на устройство для моментальной публикации в соцсетях. Конечно же, к фотоаппарату можно докупить батарейный блок, который не подходит от предыдущей модели, правда. Серийной съемки в 6,5 кадров в секунду хватит для нетребовательного репортажа. Также имеется возможность уменьшить звук затвора, но это снижает скорострельность камеры до 3-4 кадров в секунду. Зато никого не побеспокоите шумом зеркала в тихих помещениях. Камера оснащена 45 точками автофокуса, и все из них крестового типа, через оптический видоискатель. И самой лучшей на сегодняшний день системой автофокусировки Dual Pixel при использовании режима Live View с возможностью фиксации фокуса на лице.
Управление камерой с помощью сенсорного экрана просто бескомпромиссное. Оно очень удобное и вполне рабочее. Камера оснащена пыли- влагозащитой, так что туман и дождь этой камеры не помеха, если вы используете соответствующий объектив. В камере установлен устаревший разъем mini-USB, но на практике уже спустя 10 тысяч кадров я скажу, что подключал ее шнурком всего один раз, и то ради интереса. Конечно же, в этой камере отсутствуют некоторые мелочи, и кое-кто может назвать их минусом камеры. Но лично я уверен, что если добавить эти мелочи в эту камеру, то она называлась бы 5D Mark IV. И я прекрасно осознавал отсутствие этих мелочей перед покупкой камеры. Исходя из всего вышеперечисленного, я остался очень доволен покупкой. И вот спустя уже 3 месяца я его купил бы снова, не задумываясь. Все его плюсы многократно перевешивают минусы.